в предыдущей серии. Я смотрю, там есть какой-то ящик по прямой, но он находится сразу же возле... Ага. После катастрофы это место проверяли? А там что-то внутри есть. Она забита. Там реально что-то. И запах противный. Скажи мне, что в общежитии делают такие старые фотографии, еще с немецкой свастикой? А при чем здесь вот этот знак? Я услышал непонятный голос, который вроде просил о помощи. Разобрать было его очень тяжело. Сейчас мы хотим сделать круг с солью для безопасности, на всякий случай. Как раз сделаем сеанс ЭГФ возле разбитого зеркала. Мы в кругу безопасности. Ты видел, чувак? А перед началом данной серии хочу сказать огромное спасибо спонсорам, которые финансово поддерживают канал. Особенно в это сложное время монетизации на YouTube практически нету. И ваша поддержка помогает каналу не только существовать, а и выпускать серии чаще. Сейчас. И мы снова отправились в Дом смерти. В место, где в 2015 году произошел обвал. При этом погибло около 15 человек. Обнаружив детские фотографии в здании, мы пришли к выводу, что тут могли быть жертвы детей. В здании был ранее военный госпиталь в 1935 году. Коридоры здания издавали постоянно непонятные звуки. Я понимал уже в тот момент, что здесь обитает много душ со времен войны. Призраки уже тогда давали о себе знать. В этот раз мы хотим провести от начала и до конца сеанс ЭГФ. В прошлый раз у нас это не получилось, потому что духи перестали нам отвечать. Наш приоритет сейчас спуститься в подвал и связаться хоть с какой-нибудь душой, которая погибла в этом здании. Искатель призраков. Этого здесь не было. Вот этого, кстати, не было. И не помню. Смотри бутылку.
Да, да, это я. Ты точно прав. Здесь это не разбирали. Ну, а я о чем говорил? Проходим туда. Звуков вроде пока никаких, да? Это хорошо. Да, пока активности ноль вообще, я хочу сказать тебе. Абсолютно. Когда мы с тобой были здесь в прошлые разы, смотри, этого вообще здесь не было. Матрас, я помню, тут был. Для чего здесь мешок шпаклевки? И посмотри, он реально целый. Угу. Детская машинка. Пошли в подвал. Даже цемент есть.
Смотри. Что это за Как объяснить эту влагу? Я вообще такое впервые наблюдаю. От соли, но не может быть влага. Надо проводить сеанс ЭГФ. И будем проводить его здесь же, на этом самом месте. Подключили ЭГФ. Будем общаться, попробуем. Прошлое общение прервалось. Духи этого здания. Если сейчас вы здесь присутствуете и слышите нас, выйдите, пожалуйста, с нами на контакт. Именно в этом месте. Почему тут такая активность? Если здесь сейчас есть кто-то, ответьте нам. Скажи, а ты сейчас здесь одна? Все, тихо. Хорошо, скажи нам, пожалуйста, как произошел обвал здания? Мы тебя поняли. Скажи еще, пожалуйста, здесь много людей погибло после обвала здания? Ответь нам, пожалуйста, еще на такой вопрос. В здании, кроме тебя, кто еще есть? Скажи нам, пожалуйста, еще, эти души имеют отношение с тем, что тут был госпиталь? Расскажи нам о них. Почему эти души злые? Объясни, что ты имеешь в виду, когда говоришь «нечестно умерли». Что это значит? Ты слышала, она сказала война. Да. И, во-первых, увеличивается реакция на свечку. Она все активно и активно хочет потушиться. Я заметил, что с каждым ответом. Да, как тлеет. Они умерли из-за войны? А что они говорят про войну? Ты понял, их обманули.
с каждым вопросом, с каждым ответом, видишь? А как ты считаешь, ты тут тоже надолго останешься? Ты сделала что-то плохое при жизни? Как думаешь? Что здесь делал ребенок в студенческой общаге в 12 лет? Уловить суть не можешь? А что делал ребенок в студенческой общаге, которому 12 лет? Я не знаю. Посмотри. Один момент вспомни. Помнишь, когда мы были с тобой на первом этаже? Ну да, да, Там были фотографии детей. конечно, да. Ну, это дети студентов, это ребенок студента, я не пойму просто. Наверное. Ты же сам говорил, что у них есть дети. Да, да. Взрослые студенты. Если второе высшее получали, возможно, да. И... Не, ну просто, братан, я хочу яснить, куда забрали этих детей, что забирают, куда. Давай, пока есть связь, не будем прерываться, зададим еще несколько вопросов. В прошлый раз мне ответила душа студента, и он просил меня о помощи. Как я могу вам помочь? Понял, смотри, оказывается, что это брат и сестра. Значит, может, она младшая сестра, просто давай предположим, что она просто в гости, может, сюда приезжала. Возможно. Я не буду пока задавать этот вопрос тебе, ответь нам лучше на другой. Скажи нам, что это за ящик на чердаке возле обвала? Что он там делает? Свеча потушилась после этого ответа. Продолжаем сеанс, пока есть возможность. Почему от него нужно избавиться? Кто тебя не послушал? Кто тебя закрыл в комнате? Что это за ящик? Вот тот, который, наверное, мы на чердаке с тобой видели. Тут же на краю. Да. Он находится в таком месте, Помнишь, мы хотели подойти, но там стрёмно реально. Кто хотел вас убить? Скажи его имя. Зачем он это сделал? Имя убийцы. Не понял. Отрубилась. Отрубилась, видишь? Свеча погасла, видел? И уже ответ был слабый-слабый. В конце. Знаешь, что я тебе скажу? Сейчас мне придется с тобой идти на чердак. Ты хочешь выяснить, что там? Да. А стоит нам это делать? Там реально... Ну, рискованно идти туда, наверх. Посмотрим просто чуть-чуть наглядно. Я подойду, ты постоишь сзади и просто будешь снимать. А я аккуратно подойду к этому ящику. Сейчас снега такого нету, и мы сможем нормально разглядеть. Ну ладно. Собираем ЭГФ и идем на чердак. Меня интересует вопрос, как и Тараса. Что это за кроссовок? Что он здесь делает?
Возле соли очень много влаги. Как она образовалась, тоже непонятно. Да, действительно, и по кругу, так знаешь, по кругу соли вообще жесть. Еще можно как-то провести эксперимент с зеркалом. Поставить свечу, ЭГФ и напротив свечи зеркало. Ты помнишь в прошлый раз, когда мы сюда заходили, вот в том коридоре, там двери шевелились. Да. В следующий раз надо будет спросить по ЭГФ, что это было. Да, мы обязательно спросим. Вообще много вопросов после этого ЭГФ еще осталось. Странно. Знаешь, света достаточно, плюс ночной режим, но камера теряет фокус. Она не должна терять фокус. Я знаю, что камера может терять фокус, когда происходит какое-то явление. Да, братан, да. Стоит обратить внимание, в каком месте у тебя камера потеряла фокус. Это В этом, есть где ты стоишь. аномальная зона тоже есть. Не сильно, но все-таки что-то тут есть. Действительно. Тихо. И, кстати, тоже вопрос. Че это было? Пошли быстрее на чердак. Кстати, и про эту комнату надо спросить. Отсюда опять этот запах. Ощущаешь? Закрыто на замок.
Зачем это? Вообще здесь. Я уже думал, ящик пропал, прикинь. Стой здесь, чтобы не рисковать, а я аккуратно подойду. Ну да, смотри, братан, аккуратнее, потому что там... Чувак, это... Ты посмотри. Что там?